Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Представляю вам новую модель. Вот такие пинетки-ботиночки, которую я недавно связала. Успокаивающий цвет. Для того, чтобы украсить свою пинетку, я применяла вышивку крестом. И как дополнение к дизайну люверсы. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. А я начинаю. Для работы мне понадобятся нитки. Нитки вот такие тонкие, это наподобие ирис. В 100 граммах 530 метров. Так как нитки очень тонкие, я буду вязать их 2 нити. Также мне понадобится в этот раз 3 крючка. Это основной крючок 2,10, которым я буду вязать подошву и все оставшееся, кроме бортика, кроме вот этой части. Этот бортик я буду вязать крючком 2,5. Вот эта часть, когда вяжу только в круговую, она немножко становится очень плотная, поэтому я в этот раз применила крючок на пол размера больше, 2,5. Я беру крючок намного меньшего размера для того, чтобы поднять какую-то узкую петлю, которая очень сильно затянутая, и спрятать хвостики. Ножницы, 2 маркера для того, чтобы наметить центральную часть пинетки. Этими нитками я буду вышивать крестиком, поэтому мне понадобится игла. Какая игла у вас в доме есть, вот такую и берите. Также я буду применять снова вкладыш, очень мягкий, очень эластичный. Также мне понадобится сантиметр для того, чтобы измерить мою пинетку, щипцы и люверсы. Я буду брать люверсы желтые такого цвета, размер 4,5, и под размер этих люверсов у меня щипцы. Я замерю свою пинетку. 10 сантиметров длина, пальчики 5, пяточка 4, задняя часть почти 6, да, 6, передняя часть 5,5, глубина мысика 3. И высота бортика составляет где-то 2,2. Вязать я начну свою пинетку с подошвы. Подошва у меня уже связана. Она состоит из 17 воздушных петель и закончилась 72 петли. Подошва без бортика. Вот, обратите внимание. Для вязания такой модели мне понадобится 2 подошвы. И плюс прослоечка, которая будет находиться между подошвами. Пока мне нужна одна, я их связала 2 одинаковых, и начну вывязывать мини-бортик. Этот бортик, он дает только возможность поменять плоскость со стороны подошвы на угол 90 градусов. Мини-бортик я буду вязать таким образом, чтобы у меня внутренняя часть подошвы была лицевой стороной, чтобы изнаночная сторона была ко мне лицом. Завожу крючок с лицевой стороны, сначала в одну петлю, полностью за 2 доли, и в рядом стоящую петлю, чтобы образовался уголок. Провязываю 2 петли, закрепляю и делаю одну воздушную петлю. Подтягиваю и вот начинаю вязать таким образом, чтобы каждый раз у меня вторая петля при провязывании следующей петли была как первая. Вот она была уже в работе, теперь она у меня как первая и в рядом стоящую. Я называю мини-бортик вот этот ряд. Он фактически не участвует в работе. Вот у меня лицевая сторона, это сторона внутренняя будет, и вот он мини-бортик. Так мне нужно провязать до конца. Мы повстречаемся тогда, когда бортик будет готов. Вот теперь у меня одна подошва с мини-бортиком, а другая без мини-бортика. Вот такая подошва с мини-бортиком у меня есть на моем канале, где вы можете посмотреть, как вязать подошву с мини-бортиком на 17 воздушных петлях. Теперь я буду приступать к ввязыванию основного бортика. Мне остается последняя петля, это соединяющая петля между первой и последней петлей. Это я уже взяла крючок 2,5, закрепляю. И из этой же петли провязываю вновь петлю. Так я буду провязывать 5 рядов столбиками без накида. Бортик будет состоять из 6 рядов. 5 рядов без изменения, без убавлений и без прибавлений. И 6-й ряд на мысике я буду убавлять петли. Мы повстречаемся тогда, когда 5 рядов бортика будут связаны. 5 рядов в высоту уже готово. Полностью бортик будет состоять из 6 рядов. 6-й заключительный ряд провяжу немного
немножко иначе. Отметила маркерами центральные 20 петель. Я хочу убавить 4 петли. Шестой ряд вяжется без изменений до маркеров. Также столбиками без накида мне нужно провязать до маркера. Почти у цели. Вот я довязала до маркера, снимаю маркер и провязываю столбиком без накида вот эту петлю под маркером. И вот со следующей петли я начну убавлять 4 петли. Беру крючком, подхватываю за первую полупетлю, вот таким образом. Вторая полупетля, провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Следующее убавление. Точно так же. Первая полупетля и вторая полупетля. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал 4 петли. 2, 3, 4. Третья петля. 2 полупетли. Провязываю вместе столбик без накида. И у меня остается последняя петля. 2, 3 и 4. Интервал между убавленными петлями. И вот осталось 2 последние петли. 1 и 2. Маркер снимаю, и мне нужно провязать до конца. Бортик будет готов. Вот посмотрите, за счет убавления 4 петель уже появляется небольшой такой плавненький красивый скос. Я провяжу до конца этот ряд, отрежу нить и покажу вам следующий этап работы. Бортик у меня готов. Я отметила маркером центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Теперь я буду вывязывать мысик, и крючок у меня будет 2 и 1. Это тот крючок, которым я вязала подошву. Я возвращаюсь опять к этому крючку. Мыс у меня будет состоять из 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 петли — это как раз вот эти петли на каждой стороне. 24 поделить на 2, это значит будет 12. С 13 петли я начну вязать. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот с 13 петли я начинаю вывязывать мысик. Первая петля закрепляющая, и из этой же петли вновь вывязываю петлю. Одновременно прячу хвостик, немножко подтягиваю. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Последняя 8 петля. Чтобы быть уверенной, что у меня 8 центральных петель ровно посередине, я посчитаю с другой стороны петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Все отлично. Продолжаю вязать. Следующие 2 петли я также буду провязывать столбиками без накида. 1 и 2. У меня получилось 10 петель, но мыс у меня состоит из 8. Последующие 2 петли это будет петли на прибавление. Провязав 2 петли, без петли подъема разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Вот первая, вот вторая. 1, 2, 8, 9. Я прибавила 1 петлю. С внутренней стороны ввожу крючок, подхватываю нить, 1 столбик без накида и второй столбик без накида. Разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. 1,
2, 9 и 10. У меня уже в работе 10 петель. Планирую сделать мой мыс до 12. Самостоятельно прибавлю 2 петли и покажу вам результат. Итак, я провязала мой мысик до той поры, пока у меня не получилось 12 центральных петель. Петли больше прибавлять не буду. Мне достаточно 12 центральных петель. Я по-прежнему вяжу первый столбик без накида и второй столбик без накида. Без петли подъема разворачиваю вязание и начинаю вязать не со второй петли, а с третьей. Первая, вторая и третья. Вот с этой петли я буду вязать. 1, 2, 11 и 12. У меня по-прежнему осталось 12 петель. С изнаночной стороны беру первую петлю, столбик без накида, и вторая петля, столбик без накида. Разворачиваю вязание и буду вязать с третьей петли. Вот с этой. Вот это. Первая, вторая и вот эта третья. 1, 2, 11 и 12 петля последняя. У меня по-прежнему осталось 12 петель. Вот ширину я достигла нужную, которую мне 12 петель, и теперь только двигаюсь наверх моим маркером. Так мне нужно провязать до того места, пока с каждой стороны не останется последние 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провяжу это самостоятельно и покажу вам, как провязываю до маркеров. Итак, я провязала еще 2 ряда, и у меня с каждой стороны осталось по 4 петли. 1, 2, 3, 4. И с этой стороны точно так же. И эти петли я буду провязывать немножко иначе. Я буду брать не за полную петлю, как я это делала сейчас, а буду брать из середины петли за заднюю долю. Вот таким образом. 2 столбика без накида. Без петли подъема разворачиваю вязание и по-прежнему вяжу с третьей петли. Прибавлять я больше не буду, я только вяжу в длину. С этой стороны точно так же. Подхватываю с нижней стороны только за пол петли. Столбик без накида. И вторая точно так же. Столбик без накида. Разворачиваю вязание без петли подъема и с третьей петли вяжу. 1, 2, 10, 11 и 12. Операцию повторяю. За полупетлю за заднюю. 1 и второй раз. Столбик без накида. Я провязала с одной стороны уже до маркера. Разворачиваю вязание из третьей петли. Это уже предпоследние ряды. За заднюю долю 1 раз столбик без накида и второй раз. Мысик готов. Вот посмотрите, что у меня получилось. Теперь я приступаю к вязанию язычка. Для язычка я сделаю немножко больше петель, чтобы язычок был немного шире. Это значит, с каждой стороны я прибавлю по одной петле. 1, 2, 6, 11, 12, 13 и из этой же петли 14. Язычок вместе с мысом будет у меня составлять 11 рядов. Я посчитаю парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня уже 6,5 рядов сделаны. Мне надо еще высоту, чтобы у меня составляло 11 пар. Это значит 22 ряда. Провяжу язычок самостоятельно и покажу, как я его обвязываю. Язычок готов. Провязала полностью 11 пар. И теперь буду обвязывать. Я вытягиваю нить, вот так большую петлю, и пропускаю через вот эту большую петельку полностью всю пинетку. Делаю узелок
Нить не отрезаю, а делаю протяжку. Вот самую первую петлю, из которой мы вязали, вкалываю крючок и делаю протяжку. Очень сильно натягиваю край, для того, чтобы вот эта протяжка была свободная. Закрепляю и начинаю обвязывать край пинетки столбиками без накида. Одновременно вот эту протяжечку ввязываю в полотно. Это не будет заметно, потому что нитка не такая толстая. Вот так. Дошла до вершины, меняю плоскость, провязываю один раз и из этой же петли крайней второй раз, для того, чтобы у меня сформировался уголок. Так мне нужно обвязать до конца. Я обрезаю нить, спрячу ее и покажу вам следующий этап работы. Язычок полностью готов. Теперь приступаю к задней части пинетки. Чтобы язычок мне не мешал, я его заправлю вовнутрь и начну вязать с пятой петли, полной петли. Хотя у меня вот тут вот боковинки, которые остались, это тоже петли, но я пока буду укороченный ряд вязать, считать от основных петель, от те, которые полные петли. 1, 2, 3, 4, 5. Первая петля закрепляющая, и со второй петли начинаю вязать ряд укороченный столбиками без накида. Одновременно ввязываю остаток нити вязания. Петли я не считаю, я ориентируюсь по другой стороне, чтобы у меня на другой стороне также осталось 4 петли, так как я начинала с пятой петли. Вот так. Мне нужно провязать до этой стороны, чтобы у меня осталось 4 петли. Я провяжу до последних петель и покажу, как я закрываю последнюю петлю вот в этом ряду. У меня осталось несколько петель на этой стороне. 2, 4, 6, 7. Мне осталось еще несколько петель провязать. Мне осталось последнюю петлю провязать. Петля будет соединительная. Обрезаю нить. И чтобы она вот так не торчала, я ее вот так заправлю. Вот посмотрите, укороченный ряд готов. Теперь я буду приступать к вязанию основной задней части. Вязать я теперь буду уже за половинки петель, которые я оставляла. У меня их должно быть 4. Вот 1, 2, 3, 4. Я буду начинать со второй петли. Вот эту первую петлю я пока оставлю. Вот так. Это значит, сейчас у меня в работу с каждой стороны войдут 3 петли боковые. Вот первая петля — это закрепляющая петля, и из этой же петли вывязываю вновь полноценную петлю. Подтягиваю хвостик, одновременно его ввязываю. Следующая полупетля — это вторая и третья. Теперь у меня вот они, полноценные петли за 2 доли. Буду продолжать уже за основные петли, которые у меня в задней части пинетки. Одновременно ввязываю хвостик и дохожу до укороченного ряда. Так как у меня вот эта петля просто закрепляющая, и чтобы ее не потерять, я ее подберу вот с нижнего ряда. Получается, мне нужно провязать не 4 петли, а вот 5, потому что вот это была петля неполноценная. И теперь поднимаюсь наверх на укороченный ряд. Вот посмотрите, как происходит. Вот этот подъем, он незаметный, его видно, но он будет незаметен тогда, когда полностью задняя часть будет связана. Мне нужно провязать до конца. С этой стороны точно так же вот эту соединительную петлю я провяжу уже из вот этих остатков петель предыдущего ряда. Значит, с этой стороны у меня также должно быть 5 открытых петель и 3 полупетли. Мы повстречаемся тогда, когда ряд будет полностью провязан. Первый ряд готов. С этой стороны точно так же видно подъем. Он постепенно исчезнет и не будет его заметно. Я провязала с этой стороны также 3 полупетли и вот оставила последнюю петлю. Петля подъема. Разворачиваю вязание и начинаю вывязывать со второй петли. Этим самым я буду убавлять боковинки. Вот она вторая. Я ее буду только пропускать. По-прежнему вяжу столбиками без накида весь ряд.
Вот так. В каждом изнаночном ряду я буду убавлять с каждой стороны по одной петле. Каждый лицевой ряд буду провязывать без изменений. Итак, я провяжу этот ряд. Не забуду предпоследнюю петлю пропустить, последнюю петлю провязать. Этим самым я в каждом изнаночном ряду буду убавлять по 2 петли. Мы повстречаемся тогда, когда второй ряд будет связан. Я связала 2 ряда и теперь приступаю к вязанию третьего ряда. Третий ряд фактически ничем не отличается от первого ряда, за исключением убавлением одной петли на пятки. Этим самым я сделаю такое небольшое закругление для того, чтобы пяточка не выскакивала с пинеточки. Складываю пинетку вот таким образом, ищу условную середину и буду убавлять ровно на середине одну петлю. Вот почти уже середина. Замерю еще раз. Нет, нужно провязать еще несколько петель. 2 или 3. Вот я уже на середине. Как и по принципу боковинок, пропускаю одну петлю и немножко затягиваю следующую петлю для того, чтобы не было дырочки. Но петля должна быть не настолько затянутая, а примерно такая же, как все остальные петли. Потом, когда пинетку расправлять буду, она затянется и не будет видно вообще ничего. Вот так. Третий ряд почти связан. Задняя часть пинетки у меня будет состоять из 8 рядов. Это значит из 4 пар. Вот третий ряд, если считать его, что он полностью провязан, то мне остается 5 рядов. Мы повстречаемся тогда, когда 5 рядов будут связаны. Значит, в общей сложности 8 рядов в высоту. Пожалуйста, не забывайте с каждой стороны в изнаночном ряду убавлять по одной петле. Это значит, в каждом изнаночном ряду убавлять 2 петли. Мы повстречаемся тогда, когда 8 рядов в высоту будут связаны. Я провязала 8 рядов в высоту, убавляла в каждом изнаночном ряду по одной петле с каждой стороны. Такой у меня скос получился. Сделаю большую петлю, пропущу через эту петлю и затяну ее. Я не буду обрезать нить, а буду продолжать вязать дальше. Сначала мне нужно обвязать полностью пинетку для того, чтобы не было вот таких неровных краев. Следующий ряд я буду формировать петельки. Теперь в работу ввожу самую первую петлю. Также делаю протяжку, натягиваю как могу очень сильно. Буду обвязывать полностью заднюю часть. Одновременно ввязываю протяжку, чтобы она спряталась у меня в вязании. Вот так. Поднимаюсь на самый верх. И чтобы перейти на другую плоскость, я из одной петли, самой последней, вывяжу 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Должно быть 9 петель. Я провяжу по верху и спущусь вниз. Провяжу здесь. И мы встретимся на последней петле этого ряда. Итак, я обвязала полностью заднюю часть пинетки. Я оставила петелечку. Нить завожу за петлю на лицевую сторону. И вот эту последнюю полупетлю, вкалываю крючок, подбираю вот эту петельку. Провязываю вместе и закрепляю. У меня должно также быть 9 петель с этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель. Теперь я начну формировать петельки. Первая петля столбик без накида. Вторая петля столбик без накида. 2 воздушные петли. Одну петлю пропускаю. Провязываю. 1 петля столбик без накида, 2 петля столбик без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю. И вновь промежутки между петельками. 1 петля столбик без накида и 2 петля столбик без накида. 2 воздушные петли, и мы вышли на вершину. Этим самым я сформировала 3 петельки. Вот посмотрите. Вот они. Они еще не закрепленные. Это, так сказать, наметала. Теперь мне нужно пройти также по верху, провязать. И с этой стороны точно так же сформировать 3 петли. Мы повстречаемся тогда, когда все петельки с 2 сторон будут сформированы. Провязала с 2 сторон петельки, а теперь я их буду укреплять. По-прежнему закладываю нить
за петлю. И вот это первая, самая петля, с которой мы начинали. Я вновь вкалываю крючок, подбираю вот эту петлю и провязываю вместе. Здесь я уже не закрепляю, я буду сразу провязывать столбики без накида. У меня их должно быть 2. 1 и 2. Потом у меня арка из 2 воздушных петель. Также провязываю 2 столбика без накида. Потом у меня должны быть 2 промежутка между петельками. 2 столбика без накида. Арочка. 2 столбика без накида и так далее. Промежутки между петельками 2 столбика без накида и последняя петля 2 столбика без накида. И мы вышли на вершину. Вот посмотрите, какие петельки получились у меня. Даже если не использовать люверсы, посмотрите, они со всех сторон очень ровненькие, они очень хорошо смотрятся. При натяжении, видите, все остается ровным, эстетически красивым, без люверсов. В данной ситуации люверсы играют роль только для красоты. Петельки, которые я сделала и которые я обвязываю, они очень стабильные и крепкие. Итак, мне нужно провязать до конца, обвязать, и мы повстречаемся на последней петле этого ряда. И мне остается последний завершающий ряд. Этот ряд дает закрепление петелек, чтобы они не растягивались. По-прежнему петля немножко вытянутая. Также ее закидываю за петлю, за основную. Так как я уже использовала несколько раз вот эту последнюю петлю, и она полупетля, я подберу ее не одну, а рядом стоящую, вот которая у меня есть. Петля, возьму самый тонкий крючок, вот, и вот таким образом сделаю. Немножко закреплю, чтобы у меня получилась как бы двойная. По-прежнему подбираю вот эту петельку, подтягиваю ее, вывожу на внутреннюю сторону и сразу начинаю обвязывать край пинетки. Этим самым я буду укреплять. Сейчас я вам покажу результат, что происходит, когда петли закреплены. Вот посмотрите, я растягиваю на ту величину петли, которую я сформировала. Больше я растянуть не могу. С внутренней стороны появляется вот этот соединительный кант, а с наружной вот эти стежочки. Я провяжу до конца, отрежу нить, спрячу ее и покажу вам следующий этап работы. Пинетка практически готова. Сейчас я покажу вам, как я украшаю свою пинетку. Я взяла иголку, у меня она не острая. Нить у меня очень мягкая, она не крученая, но она идеально подходит под цвет. Теперь я покажу, как я делаю вот эти крестики. Я с изнаночной стороны продеваю и по диагонали. Вот посмотрите как. И вот посмотрите, вот таким образом. Как я уже сказала, у меня нить не крученая, поэтому мне приходится полностью все проконтролировать, чтобы все нитки легли очень хорошо. Теперь через дырочку я буду вводить иглу, прокалывать. И вот так в рядом стоящую, чтобы у меня образовался интервал. Вот так. Это очень просто, особенно вывязывание крестом по прямой. По вязаным изделиям это очень просто. Видно петельки, видно дырочки. Вот так. Я сейчас прошью полностью до конца и покажу вам следующий этап работы. Итак, нижний кант вышивки моей готов. Я сделаю впереди 2 раза, тут и вот тут, и сделаю сверху, полностью вышью мою пинетку, мой ботиночек, и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я вышила полностью весь мой ботиночек. В первую очередь я сделаю держатель для шнурков. Вот, посмотрите, я думаю, вам хорошо видно. А уже потом я сделаю подошву. Беру небольшой кусочек нити. Если у вас есть остатки ниток, то это как раз оптимальный вариант, чтобы использовать их вот как раз для вязания вот этого держателя. Делаю вот такую петельку.
Ищу условную середину. Крючок завожу с изнаночной стороны. Вот таким образом. Беру вот эту петельку приготовленную и протягиваю ее вовнутрь. Полностью с хвостиком и с узелком. Вот так немножко подтягиваю. В рядом стоящую петлю или дырочку, вот так, с лицевой стороны ввожу крючок и подхватываю эту петельку. Аккуратненько вывожу ее, прям придерживаю пальцем. Видите, у меня сзади она немножко великоватая, поэтому я пальцем придерживаю и начинаю подтягивать так, чтобы у меня узелок не вышел наружу. Прям плотненько и начинаю делать воздушные петли вязать. 1, 2 и 3. Я не планирую делать очень широкий держатель. Мне достаточно всего 3 петель. Вот так аккуратненько прикладываю и смотрю, на какой высоте мне надо сделать прокол. Вот. Обязательно ориентируюсь, чтобы вот эта полосочка была параллельна. Вот, посмотрите, я ее аккуратно так прикладываю и смотрю. Можно посчитать. Петельку вывожу вовнутрь. Аккуратненько расправляю. В рядом стоящую петлю прокалываю крючок и подхватываю вот эту как раз нить. Также аккуратненько все это стягиваю, закрепляю и обвязываю столбиками без накида. У меня их должно получиться 3, так как я делала 3 воздушные петли. Расправляю, отрезаю. Очень маленький кусочек нити понадобится. И вот из петли, с которой мы начинали наш путь, крючком снова с изнаночной стороны подхватываю нить и вывожу ее наизнанку. Вот у меня получается 2 хвостика. Я их аккуратненько связываю между собой и прячу хвостики. Расправляю вот таким образом. Можно крючком, можно руками. Вот эти хвостики уже можно спрятать, аккуратненько вязать. И держатель готов. Теперь мне остается последний этап работы, это соединить 2 подошвы. Я буду начинать с пятки вот таким образом, аккуратненько прикладываю 2. Хвостики вот эти я не отрезаю, но стараюсь так, чтобы они были где-то ближе к середине, чтобы при обвязывании подошвы они мне не мешали. Вот так расправляю и ориентируюсь по первой подошве, которая уже привязана, которая уже готовая. Смотрю, чтобы у меня была серединка, центр, так сказать. Можно это наметить вот таким образом. Вот. Вот у меня условная середина. Соединяю 2 подошвы за полные петли. Это значит, получается, у меня будет полных 2 петли. И буду обвязывать подошву соединительными петлями. Делать я это буду свободными петлями, чтобы не стянуть подошву, чтобы она не получилась бочечкой. Обвязывать я буду пинетку не полностью, так как у меня вкладыш. И я оставлю расстояние, чтобы вставить ее вовнутрь, эту прослоечку. Вот так. Посмотрите, что получается. За счет вывязывания 2 подошв получается платформа очень красивая. Посмотрите, как это выглядит тут с двойной подошвой. Смотрится богато, оригинально. Итак, я провяжу примерно вот до этого расстояния и покажу вам, как я довязываю до конца подошву вместе с вкладышем.
Итак, я вот практически уже связала подошву, и вот мне остался только маленький-маленький зазор. Вот я теперь попробую вставить свою подошву. Я думаю, мне этого хватит. Натягиваю ее очень хорошо, расправляю. Не торопясь, подцепляя с этой стороны и вот с этой стороны петельку. Чем меньше зазор, тем она уже становится на свое место и уже сложностей таких нету. Так как подошвы связаны одинаковые, поэтому количество петель последних одинаковое. Все, я довязала до конца, делаю большую петлю, отрезаю ее. И чтобы у меня было законченное вязание, я первой петли, вот этой из первой, поддеваю крючок, беру меньшего размера и формирую уже маленьким крючком последнюю петлю. Вот я сформировала еще одну петлю, вывожу ее. И теперь постараюсь вывести все это вовнутрь. Теперь я вывела вовнутрь. Аккуратненько свяжу, но не буду затягивать. Узел не буду такой затянутый делать, чтобы петельки были все равномерные. Так. И вот так. Теперь вот таким образом распределю остатки ниток внутри между подошвой и стелькой. Можно это сделать в разные стороны. Это никуда не денутся, эти хвостики, они примнутся, поэтому ничего не случится. Узелок сделан, немножко расправлю ее и покажу вам, как выглядят вот такие ботиночки без люверсов. Аккуратненькие петельки, очень плотные, очень хорошие, очень качественные петли. У меня есть шнурок, я его уже связала. На моем канале вы можете посмотреть вязание такого шнурка. У меня два вида. Этот шнурок полый. Мне больше нравится, они смотрятся объемно, но есть и плоские, это на любителя. Теперь покажу вам, как это выглядит изделие без люверсов. Помогаю себе крючком. Сначала держатель для шнурка, а потом уже дырочка. С этой стороны и с этой. И вот остались последние петельки. Вот они, последние дырочки. Расправляю. Вот посмотрите, как красиво смотрится. Как я уже сказала, люверсы играют роль только для красоты. Никакого практического значения они не имеют. Ну вот, две пинетки готовы. Вставлены люверсы. Все остальное вы видали. Вот такие ботиночки у меня получились. Если вам понравилось мое видео, я буду очень-очень рада. Вяжутся они очень просто. И вышивать крестиком, я думаю, сможет каждый. Я желаю вам легких петелек, великолепной пряжи. Будьте здоровыми. До свидания, до следующей встречи.